Ребят, всем здравствуйте. Посмотрите, какая у меня красота. Орхидеи невозможно не любить. Понятно, что мы все здесь собрались ради только лишь наших дорогих и горячо любимых цветов. И когда-то я слышала, да даже мне такое лично говорили о том, что вот, Лена, ты содержишь орхидеи. У меня в квартире это денежное дерево, драцена, а все остальное это орхидеи. Больше у меня ничего не растет и не приживается, а все потому, что я за ними ухаживать не хочу. Ранее, конечно, я была цветочницей, Анютой, но там у меня были цветочки, ну, такие, так скажем, так себе. И росли же, в принципе-то. Нормально росли. У меня было женское счастье. Вот с ладошку такой цветок огромный, вообще такие кусты шикарные. Но как только у меня появились в доме орхидеи, я даже перестала понимать полив у спатифилиума. Как-то. И все, и, соответственно, они у меня все погибли. Сейчас это только лишь орхидеи. В общем, мне говорят, и меня спрашивают: Лена, ведь есть такое, и говорится о том, что орхидеи, они вампиры, так скажем, энергетические вампиры. Есть же такие, да, определенные растения, есть даже и ядовитые, там фикусы, какие-то разновидности, но я особо там никогда ничего не понимаю, но тем не менее знаю о том, что фикусы, они являются ядовитыми, и лучше их в квартирах не содержать. Но о том, что орхидея это энергетический вампир, ребят, вы о чем? Нет, абсолютно нет. Единственный минус, который есть у этих растений, это то, что мы тратим на них деньги. Вот это минус. Но с другой стороны, мы же тоже тратим одежду на еду, на косметику и на все прочее. И увлекаясь, и любя орхидеи, ну как на них не тратить деньги? Мы их зарабатываем своим собственным трудом для того, чтобы приобрести что-то себе, какую-то хотелку, какое-то желание, в общем, что угодно. То же самое и мы покупаем для себя орхидеи. В моем случае, даже на данный момент, орхидеи, они меня спасают после того, как я потеряла свою старшую доченьку Дашу. И, ну, конечно, моя семья мне в этом помогает, и цветы. Я ушла вся в омут с головой в цветы, в орхидеи. Но и ушла еще тогда, когда большая часть моей коллекции орхидей, половина, наверное, она погибла. Это пришлось ровно на тот период, когда не стало Даши. И я смотрю, что они погибают, их нет. И знаете, вот прям до чего мне вот до сих пор жалко, что это такие орхидеи, такие сорта, которые я не куплю в наших магазинах. И даже по интернету, если где-то заказывать, они стоят очень дорого. Они находятся очень далеко. Вот этот вот момент мне, конечно, жалко. Я делаю вывод, ребят, такой, что орхидеи ни в коем случае не вампиры энергетические. Это наоборот, мы, смотря на них и ухаживая за ними, любя не только лишь их цветение, но вот как по моему мнению, я даже на данный момент не знаю, как я буду вообще записывать видео, делать обзоры на цветущие орхидеи, потому что, конечно, я люблю цветение. Я не скажу о том, что ой, мне там все равно и все такое. Конечно, я люблю цветение, я добиваюсь того, чтобы мои орхидеи, они цвели. Но мне нравится, очень нравится, когда орхидеи начинают выпускать листик. Казалось бы, ну что такого, да, ну выпустил ты листик, да и все. А нет, это как-то происходит особенно, когда наращивается корневая система. И когда у нас растут спатифилиум, мужское счастье, то мы же не видим, как развивается корневая система. Они сидят, ну, вот в таких вот непрозрачных кашпо. Интереса к этому, конечно же, нет. А орхидеи, их можно усаживать вообще в любое, вот даже вот в такое, ее можно вообще запросто усадить. Но мы же любим наблюдать за тем, как корни именно растут. И видно, если вдруг что-то с корневой не так, даже если она хочет пить, и она подсохла, даже если что-то где-то подзагнило, и мы этот момент можем предотвратить заранее и увидеть. И по этой причине мы усаживаем орхидеи именно в прозрачное кашпо. И наблюдая за именно ростом корневой системы, а тем более вот как там массово начинают корни расти, развиваться, ой, прям вообще сердце кровью обливается. И ты стоишь довольный. И с утра, знаете, это, наверное, все мне скажут. И в комментариях напишите, ребят, пожалуйста, интересно знать ваше. Когда ты с утра просыпаешься, конечно, открываешь окна,
И вот так весь умиляешься. Ах, ох, еще успеваешь, нет, чтобы там сходить расчесаться, что-то там умыться. Успеваешь еще горшок покрутить, повертеть, там, где новое, что наросло. Ну вот почему так, я не знаю. И орхидеи, они вызывают зависимость. Есть, конечно, зависимость плохая, там алкоголь, курение, наркотики и все такое. Но орхидеи, они вызывают такую зависимость, когда необходимо еще больше, больше, больше хотения, и тебе мало, тебе их ставить уже некуда, тебе их мало, тебе еще надо. Кажется, пусть бы у нас была резиновая квартира, но вот цветочек мне нужно новый купить. Ладно, ребят, давайте будем сейчас поближе смотреть и разглядывать красоту, которая у меня появилась в наличии. Сразу же хочу сказать о том, что Почта России я их сейчас отправлять не стану, потому что, во-первых, ну, они могут замерзнуть. Растения, они не умеют держать и сохранять и выделять тепло. Как бы мы сильно их не укутывали, даже ко мне, когда они приходят, от чего тоже начинаются все эти проблемы, они не то что замерзают, подмерзают, нет, обморожения у них нет, но чувствуется, что лист, он прохладный. И вообще сама орхидея, она теплолюбива. Они не любят вот этот перепад температуры, тем более холод, чтобы у них был, и начинается стресс, начинаются все вот эти болезни. Давайте мы все дружненько потерпим. Те, кто хочет посылку именно получить именно орхидею от меня. Ну и я вам вообще даже, не знаю, советую, где бы вы ни покупали, но не старайтесь покупать зимой. И я примерно буду с середины марта, либо с середины конца, посмотрим, как у нас тут будут погодные условия. Только тогда начну отправлять. Вот какие бы деньги вы мне не заплатили, как бы вы меня сильно не уговаривали, но я вас буду переубеждать в том, что не нужно орхидеи зимой отправлять. Поймите такой момент тоже, что за время транспортировки вы можете орхидею потерять, она у вас замерзнет, и также вы потеряете те потраченные деньги. Я думаю, что смысла рисковать абсолютно нет. Понятно, что этот сорт вы хотите приобрести, но, насколько я знаю, он не заканчивается, и думаю, что даже летом он еще будет. Вот, ребят, это красивая, шикарная поляночка. Конечно же, не все, смысла их тоже здесь умещать одно и то же нету. И, как вы можете заметить, у меня присутствует, ну, вот эта орхидея, допустим, стандартная. Это орхидея мидичка, а вот это минички. Существуют, конечно, еще гиганты, но их у меня на сегодняшний момент нету. Начну, ребят, вот с этой орхидеи. Она, конечно, стрессанула, и цветочки, часть их скинула. Ну, да бог с ней. Корневая, смотрю, хорошая. Листья у нее тоже нормальные. Так что здоровью ее ничего не угрожает. А цветы, как я всегда говорю, это дело наживное. Чем же мне понравился данный сорт? Казалось бы, ну, обычная такая стандартная, да, орхидейка по типу венозности. Кому-то может это слово не понравится, но тем не менее мы видим, что присутствуют вот эти вот как будто венки, полоски. И также посмотрите, по краю лепестка присутствует вот такой вот легкий окрас. Именно вот этим окрасом она мне понравилась. Такую орхидею, у меня их две, я одну оставляю себе. Потому что в первую очередь я всегда, ну вот даже вот эти какие-то орхидеи, вот эту я тоже себе заказывала, такую себе оставляю. В общем, куда ни ткни, почти каждая моя орхидея. А потом уже, конечно, я знаю, что у вас таких орхидей нет, и заказываю для вас. Перейдем, ребят, вот к такому шикарному, пышному кусту, который тоже в первую очередь для себя заказала. Но моя-то орхидейка оказалась абсолютно больной. Посмотрите, какая необычная. И кто-то тоже вот придет, да, ко мне и начинает выбирать, смотреть. Ой, у меня такая есть. Ой, у меня такая есть. Она у садовника-то новинка. Я ее первый раз привезла, новинку. И у вас она такая есть. Ну, может быть, конечно, я не спорю, вы где-то там заказали почтой, купили, но даже вот сейчас позже покажу именно орхидейки желтые. Постоянно говорят о том, что я купила, у меня есть, а вот в итоге абсолютно разные. Даже губы вот чисто белые. Сколько вы раз можете столкнуться, они абсолютно разные. У них форма лепестка другая, у них цветочек абсолютно другой. Ну и в общем здесь вот такая вот чудесная орхидейка вот с таким букетом
И вы не представляете, ребят, не хотят покупать. Все, что вот здесь представлено, это орхидея, которая находится в свободной продаже. И не берут. Я вообще порой вот кажется, да, зажрались. Я бы не сказала, что цены дорогие, но почему не покупают, я не знаю. Хотя просят, а когда нет орхидей, начинают спрашивать. Такую тенденцию замечаю. Посмотрите, миничка. Ни одну орхидею такую не купили вообще. Я, конечно, ее тоже заказала для себя. Я ее такую себе оставляю. Минички я люблю. И видите, у них какой маленький такой размер листиков. Также видно, что она хочет пить. Я, конечно, ребят, за ними ухаживаю. Даже этим орхидеям я всем в полив буду добавлять привикур, потому что неизвестно, какое время они будут находиться у меня и стоять на продаже. И, так скажем, зажать, да, здесь пожалеть орхидеям привикур и не дать никому ничего. А в итоге получится так, что кто-то из них может начать гнить. И чтобы мне предотвратить этот гнилостный процесс, я обязательно в полив буду добавлять. Видите, у этой минички какой необычный окрас. Она сама по себе, давайте включу камеру, такого красного цвета. Она вот, да, такая блестящая и есть. И каемочка желтенькая. Вот что мне в ней понравилось. И я предполагаю, что она должна быть ароматная. Сейчас она, конечно, не ароматит, но постояв дома какое-то время, даже недели 2-3, они только потом начинают выдавать аромат. А вот эту орхидейку, посмотрите, у нее какой чудный цветочек, как будто его кто-то обживал. Она и на бабочку не похожа. Ну вот что-то здесь какая-то небольшая мутация у нее присутствует. Дорогие мои читинцы, покупайте. Растения вот эти все, вообще абсолютно они здоровые. Вы видите, что нет никаких абсолютно гнилостных процессов. И корневая у них хорошая, нормальная. Я вас жду. Вот еще одна присутствует миничка. Посмотрите, она у меня за эти 3 дня стрессанула. У нее всего лишь остался один вот такой цветочек. Но дело наживное, именно цветение. Главное, чтобы орхидея в целом была здоровая, а все остальное нарастет. Поэтому минька маленькая, желтенькая, похожа чем-то на панду. Но нет, это абсолютно не панда. Вот, мини-биглип, ребят. Вы знаете, что я не столько даже люблю бабочек, там, пилориков, как я обожаю биглипов. Вообще люблю их. Конечно, в первую очередь купила себе, но захотели люди, это проданная орхидея, себе прям сильно слезно попросили: Лена, продай, пожалуйста. Ну, думаю, ладно, у меня-то есть возможность, я себе еще закажу, и поэтому решила их продать. Вот такая вот. И они пришли все пышные. И тоже я подозреваю, что когда будет домашнее цветение, все должны процвести именно пышно. Видимо, сам по себе такой сорт. Вот такие у нее листья. Листья даже вот они вроде бы минички. Это миничка, те минички. Но у нее листья больше. Корневая система тоже хорошая, нормальная. С миничками все. Больше я никаких других не заказывала. Переходим именно к миди. Вот, ребят, какая красивая. Вот такой-то я оставила. Сама тут уже запуталась. Это орхидея сорта ламбада. Она у меня есть, стоит. Тоже мне в наследство досталась. У нее была подпорченная шея, но сейчас все хорошо с ней, нормально. Корни наращивает. И видите, вот эта орхидея абсолютно ни разу не стрессанула. Каждый ее бутончик, дай бог, нормальный. Нежели, если посмотреть вот на эту, каждый цветок и каждый бутон она полностью отсушила. Такая вот орхидея у меня стояла, и тоже где-то спустя 3 недели она начала ароматить. Так что, кто любит именно ароматные орхидейки, приходите, забирайте свободное. И вот что я хотела ранее сказать. Именно говорят о том, что у меня есть такая орхидея. Посмотрите, вроде бы обе желтые, вроде одинаковые, а посмотрите,
какие они разные. Это, которая слева, Шри-Ланка. Она абсолютно вообще другая. Ну нет, ничем они ни разу не похожи. Ой, ребят, такая красота, я вообще не могу. Я тоже подозреваю, что она, конечно, ароматная. Посмотрите, как она блестит. Прям сейчас только заметила, что она как будто блесками намазана и блестит. Подозреваешь, да, что она должна быть ароматной. Не знаю, посмотрим. Такую орхидейку я себе буду оставлять. Казалось бы, две одинаковые, зачем нужны? Но нет, даже вот у этой орхидеи цветок сам по себе покрупнее. Ну и это тоже вот вкрапления такие есть везде вокруг. Ну, в общем, как будто бы сестры, как будто бы одинаковые. Я бы тоже могла сказать, ой, нет, такую брать не буду, у меня такая есть. Ну, две абсолютно разные орхидеи. Вот, ребят, мидичка орхидея, которая пришла полностью вся на бутонах. И вот если бы она стрессанула, у меня бы осталась просто одна в руках вот эта палка, вот эта ветка. Все, ничего бы не было. Но посмотрите, какая она молодец. Каждый ее бутончик, все на месте, все идеально, все как надо. И она сейчас, конечно, распустится больше, попозже. И я могу сюда оставить фотографию, которую я себе орхидейку оставляла такого сорта. Вообще потрясающая. Она, когда распускается, я тоже подозреваю, что домашнее цветение, оно должно быть всегда пышное. Я ранее их заказывала, и они приходили все пышные. Вот прям все. Если даже взять в пример, да, ну вот эту орхидею, видите, буквально несколько цветочков, буквально несколько бутончиков, и те, которые она отсушивает, пышного цветения нет. А у этой изначально. Есть такие сорта определенные, которые и при домашнем цветении будут всегда пышно цвести. Вот я столкнулась именно с Льюисом, ну тот миничка. Так, с мидичками у меня на данный момент все. Есть вот такая красивая стандартная орхидея. Чем она мне тоже понравилась, вот камера, ну вот если вдали вот так в темноте посмотреть, да, она и есть такая темно-красная, но она еще даже потемнее, нежели на камеру. Просто лишь-напросто красный окрас. Тоже меня всегда спрашивают: Лена, закажите, купите, привезите красную. Вот привезла, вот стоит, вот никому не нужна. И получив эту орхидею, я тоже была удивлена. С одной стороны, я понимаю, что это стандартная орхидея. Цветонос у нее должен быть, ну, даже где-то примерно такого же роста. А оказался вот такой цветоносик. И кто-то думает о том, что это мини. Нет, ребят. Каждая орхидея, ну, решает уж сама, какой цветонос ей выпустить. Либо ей быть высоченной, огроменной, либо вот такой вот аккуратненькой. Да, скорее всего, она аккуратистка. Поэтому выпустила такой маленький цветоносик. И это не говорит о том, что она миничка. Ни в коем случае. Будет потом в будущем цветение, возможно, даст пышное, красивое, хорошее. Все, вот полюбуемся еще раз. И есть похожая орхидейка, которая уже продана, но почему-то не хотят за ней идти. Это Сицилия. Я вам ее показывала. Мне такая орхидея досталась в наследство, потому что вот в этом видео можете про нее посмотреть. У нее загнила точка роста. Это орхидея на заказ. Она уже проданная. Ну, тут хорошо тоже с корнями все идеально. Если хотите, тоже на 8 марта можете себе такую приобрести. Рекомендую. Нигде не найдете. Здесь, я думаю, что много слов не нужно. Стандартная, красивая. Основа красная, ну вот с какими-то такими вкраплениями. Интересно, прям окрас-то у нее какой-то необычный. Не просто, да, точечка, не просто полосочка, а вот как-то вот прям вот так вот. Узор какие-то нарисованные. Вот напишите мне в комментариях, с чем это у вас вообще ассоциируется. Красивая вообще. Вот, ребят, орхидея сорта Амаретто. Ну, конечно, как вы видите, мой любимый биглип. У меня он процвел вот так, абсолютно разный.
Так что вероятность того, что эта орхидейка может процвести при домашнем цветении, есть. Вариации цветения также у орхидеи есть. Посмотрите, какой молодец. Какие пупуши, толстенькие, жирненькие, он держит. Не стрессанул, повел себя хорошо. Конечно, пусть даже амаретто сорт у меня есть, но эту орхидейку я оставляю тоже себе. В наличии есть у меня еще несколько таких орхидей. Приобретайте. Ну, ребят, даже в силу той красоты, которая есть в этой орхидее, не покупают. Нет, абсолютно нет, не надо. Я не знаю, видимо, не любят биглипы или как. А так вообще в целом потрясающая орхидейка, очень красивая. Тоже кто-то спросит, ну, либо новички, не зная о том, что такое биглип. Давайте даже вместе с соседней орхидейкой рассмотрим быстренько. Биг– это большое, лип– это губа. То есть вот губы у орхидеи. Посмотрите, ну, обычной, так скажем, да, орхидейки. Она обычная, стандартная, и у всех они такие. Вот тоже можете посмотреть такие губы. А у биглипов они вот такие вот огромные, даже в размер лепестка большие. И у амаретто тоже. Вот насколько он большой. Почти, да, в размер лепестка идет. И в заключение бомбическая орхидея сорта амазонка. У меня такая есть. Подружились, прижились, корни наращиваем, листья наращиваем, ждем цветения. Я ее покупала, ну, не то, что как подростка, а почему-то поставщик называет рассадой. То есть орхидея, которая готовая к цветению. Конечно, чем она может понравиться? Это размер цветка, посмотрите, какой большой. Я здесь, ну, не смогу ее измерить, у меня третьей руки нету, 11 сантиметров. Прям вот вообще мощная, красивая, идеальная, даже схожая чем-то с Magic Art. Мне, кстати, в Одноклассниках писали в комментариях о том, что это Magic Art. Нет, ребят, они абсолютно разные Magic Art. Даже вот сюда могу тоже ставить фотографию, и вы сравните, как выглядит Magic Art и данная орхидейка. Абсолютно другие сорта. И цветет вот так вот, таким каскадиком небольшим. И зная, насколько она тоже красивая, она вот такая вот огромная, и листья у нее тоже, ну, ну, стандартные листья у нее, не покупают. Чего ждут, не знаю. Порой даже, знаете, бывает обидно. Вот стараешься привозить красоту, и по цене намного дешевле, чем в магазинах, не берут. Обидно становится, и думаешь, да ну зачем вот оно мне все надо. Чуть не забыла показать вам, ребят, вот такую вот картину. Ну, это орхидея сорта Бетта. Она, видите, как стрессанула. Все цветы она скинула. Но, видимо, она оказалась не стрессоустойчивой. Можно было бы подумать, что у нее какая-то проблема. Проблема с шеей. Но шея, она у нее чистая, со всех сторон, нормально. Видите, ничего нигде не желтит, не портится. Можно также подумать, что с корневой системой какая-то проблема. Нет, проблемы абсолютно никакой. Просто-напросто не стрессоустойчивая. Но ничего, будет как уценка. У меня такая орхидейка есть. Ай, ладно, поэтому не придется себе оставлять. И есть вот такая вот орхидея. Ну, изначально она была, конечно же, красивая, все хорошая. Сорт у нее панда. Пока тут корячилась, сломала. Ну, и все равно куда оно, зачем цветение, это вот они цветочки. Вот так себя повела орхидея. И тоже, если подумать, что шея, либо что-то еще, нет, нет. Абсолютно нет, ни разу нет. Шейка чистая, хорошая, корневая, ребят, мощная. Идеальная. Ну, вот такой вот так вот она себя, конечно, повела. С какими-то сортами я знакомлюсь тоже, наблюдаю, смотрю за ними. Какие-то сорта вот идеально прям. Вот это вот вся на бутонах, все вот прям как нужно, как бы мне хотелось. А какие-то вот так себя повели. Но от этого никто, ребят, не застрахован, поэтому что есть, то есть. И ехала такая орхидея вместе
Вот с этими орхидеями. Можно было сказать о том, что она подморожена, но листья у нее здоровые, нормальные. Нет, ребят. Стресс, больше ничего. Вот такую красоту я вам постаралась показать и рассказать. И вообще показать в целом, какие существуют и бывают орхидеи. Не все на моем канале должно быть так печально, безоблачно. Даже изначально этот приход я начала с того момента, что вот эти орхидеи больные, вот их нужно спасать. Но действительно, в первую очередь мне не важно было здесь вам показать, там что-то рекламировать, да лишь бы продать. Мне необходимо было спасать те орхидеи. Сейчас, ну все, уже ситуацию отрегулировав, какие-то орхидеи усадив, какие-то просто адаптировав, все нормально у них будет. И теперь, конечно, можно перейти вот к таким цветущим. Ребят, если вы вдруг, кто-то из вас, видит, да, что это красиво, казалось бы, это прибыльно, но если вы хотите быть продавцом, имейте такое в виду, что вот случается гниль на шее, корневая гниль. Орхидея стрессанула, вот как я вам сейчас показала, и есть те самые убытки. Если вы тем более ничего в них не понимаете, а вдруг решили, что вы будете жить сказочно богато, имея огромную прибыль. Кстати, недавно был тоже такой комментарий, где я говорила про препарат Радифарм. И мне тоже написали о том, что вот, ну это самые умные люди, конечно, вот, типа, почему вы людям не говорите всю правду о том, что с вами якобы фирма сотрудничает, вы там получаете какие-то хорошие гонорары, что-то еще. Ребят, ни один из производителей, тех, что я вам рассказываю, показываю, никто со мной не сотрудничает. Я изначально сама все это закупаю, а потом уже в розницу вам ее продаю. Но не нравится, не хотите. И вообще, с другой стороны, зачем лишний раз и вообще зачем лезьте к людям в карман? Вам что интересно знать, сколько я получаю, сколько я зарабатываю? На Ютубе вообще, вот ведя весь свой канал, у меня прибыли здесь, но в месяц, если будет там 2,5–3 тысячи, это нормально. И то мне их не выплатят до тех пор, ну там определенные, короче, условия есть. Так что я здесь не Буратино, не сказочный, не богатый. Я здесь, на своем канале, стараюсь вам показать и донести информацию, нужную информацию, полезную информацию. Даже если вы хотите стать продавцом, я вам говорю о том, что есть и риски, с которыми вы обязательно столкнетесь. И почему я тоже перестала продавать именно Голландию. Здесь, по крайней мере, этот поставщик за вот эти пипец какие тяжелобольные орхидеи, либо там часть суммы вернет, либо полностью все спишет. А Голландия, когда приходит к тебе орхидеи не одну, а, допустим, знаете, в коробке находится 60 растений, а 10 из них раньше было всегда с какой-то гнилью, и никто ничего тебе не вернет. И на тот момент моя задача главная была тоже не продать вот эту вот всю гниль, но мне нужно было тоже отбить суммы. И бывало такое, что уходило в минус. Так что где здесь плюс, где здесь минус, я не знаю. Конечно, в первую очередь все вот это, всю красоту, всю цветущую, здоровую я вам раздаю, продаю. А что остается плохое, вот даже вот амаретто, да, я оставляю его себе. У меня их на данный момент 2 или 3, там сколько. И самую лучшую, конечно, на бутончиках, на цветочках и с корневой, чтобы все было хорошо, я ее продам. А что уже останется, там, где бутон отпал, цветочек отвалился, листик замялся, что-то еще, такую красоту я оставляю себе. Спасибо, ребят, всем большое за просмотр. Думаю, что данное видео было вам интересно. И также было интересно посмотреть именно, какие орхидеи у меня есть. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого доброго. Всем пока.